Мультфильм «Тачки 3» вышел много лет назад, но интерес к этой франшизе у фанатов серии не утихает. Многие считают третью часть самой провальной частью среди всех частей тачек. Сегодня я хотел бы изменить ваше представление об этой части, рассказать, как долго и усердно авторы пытались привнести что-то новое в серию, и насколько судьба и жизнь Молнии Маккуина пересекается с каждым из нас. Сегодня будет видео на философскую тему, которая затронет ваши чувства, эмоции и, возможно, тронет до глубины души. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня хочу вам рассказать философию мультфильма «Тачки 3». Поехали! Для кого этот ролик? В первую очередь для тех, кто, к сожалению, не по достоинству оценивает третью часть культовой франшизы, кому она не зашла или кто считает ее откровенно слабой. Моя задача не поменять ваше мнение и не навязать свое, а дать возможность просто взглянуть на разработку, атмосферу и сюжет другими глазами, глазами того, кому эта часть понравилась. Мир тачек привлек нас своим теплом и искренностью, но это не просто история о машинках, это история о личном и профессиональном росте, о том, как найти свою собственную дорогу. Давайте погрузимся в мир Тачки 3 и обнаружим его глубокий философский смысл. В первой части тачек Молния был горячим и амбициозным гонщиком, чей мир вращался вокруг гонок. У него не было друзей, подруг, весь мир, казалось бы, окутывает его своим вниманием. Он был очень напыщенным, что говорить, если он даже не уважал своих подчиненных, с кем он работал бок о бок. Он считал, что заменить можно каждого, а уж тем более каких-то доходяг, которые меняют покрышки. Но по случайности, попав в радиатор Спрингс, Маккуин поменялся полностью. И нет, я сейчас говорю не об обновленной краске и покрышке от Рамона, а говорю про душу. Он поменялся душевно. Он стал ценить других героев, и благодаря этому он дал в конце первой части доехать Кингу до финиша. Можно сказать, отдал дань старому коллеге. Что задумал, сынок? Кинг, ты обязан дойти до финиша. Тачки 3. Развитие на новый уровень. В Тачках 3 мы видим, как Молния возвращается к своим корням и понимает, что его ценность не ограничивается только гонками. Это урок, который напоминает нам о важности поиска истинных ценностей в своей жизни. В третьей части он сталкивается с Джексоном Штормом, который лучше его, современнее, быстрее и новее. Но на самом деле он просто встает на место тех, кто был с ним на чемпионате в первых тачках, когда Маккуина считали новым гонщиком совершенно с другой аэродинамикой. Джексон Шторм из Тачек 3 играл важную роль в изменении и восприятии Молнии Маккуина. Вначале Молния реагирует на него с некоторым сомнением и, знаете, конкурентской какой-то агрессией, так как он ощущает угрозу своей позиции в мире гонок. Однако встреча с Штормом и конфликт с ним играют важную роль в развитии Молнии Маккуина. Взаимодействие с Джексоном заставляет Молнию переосмыслить свои ценности и цели. Он осознает, что мир меняется и новое поколение гонщиков приходит на смену старым. Молния понимает, что он не может просто опираться там на свою славу и умения, и что ему нужно адаптироваться и расти, чтобы оставаться актуальным. Брайан Фи, новый режиссер, который начал разработку Тачек 3, не раз в интервью упоминал, что хочет сделать глубокий мультфильм, который будет во многом опираться на первую часть. И вот, пожалуйста, Джексон Шторм из Тачек 3 – это Молния Маккуин из первой части. Такой же напыщенный, думающий о себе и всегда голодный до побед гонщик. Переосмысление. Начало уверенности благодаря близким, надежда победить. Джексон Шторм проявлял сильную конкуренцию, агрессию, знаете, какую-то надменность. Его уверенность в своей непревзойденности создавала некоторое давление на Молнию, который привык к победам и признанию. Эта соревновательная атмосфера могла вызвать сомнения в собственных способностях Маккуина. Но что дало изменение Молнии? Радиатор Спрингс. А точнее близкие персонажи, которые поменяли его характер и научили ценить каждый момент. Вы только вспомните, как он пренебрежительно относился к ржавью в первой части тачек. И что? Мэтр, который полностью проржавел до дыр, его лучший друг. А что не умел делать Маккуин в начале мультфильма? Слушать старших, ведь он и все так знает. А по итогу что? Он становится учеником Дока Хадсона. Так же и тут. Брайан Фи специально подвел к депрессии Маккуина через мастерскую Хадсона, дав понять, что если он и может получить мотивацию к возвращению в гонки, то только благодаря близким.
После крупнейшей аварии в своей жизни Молния возвращается в Радиатор Спрингс, который трансформировался за время его отсутствия. Город стал местом, где он начал искать ответы на вопросы своей собственной идентичности и места в мире. Встречи с новыми персонажами и столкновения с прошлым помогли Молнии понять, что его путь — это не только гонки, но и взаимоотношения с друзьями, наставничество и оказание влияния на других. Радиатор Спринг стал своего рода символом развития, роста и самопознания для Молнии Маккуина. Взаимодействие с этим городом и его обитателями помогло ему сформировать свои ценности, понять важность дружбы, истории и взаимодействия с окружающим миром. Тачки 3 вполне показывают реальный пример. Примером мотивации родных, помогающей обрести уверенность в победе, может быть история, когда родители поддерживают, к примеру, своего ребенка в чем-то, и что тот считает, к примеру, сложным, страшным или вот просто каким-то невыполнимым. Допустим, ребенок боится выступить на сцене в школьном спектакле из-за страха, к примеру, перед публичным выступлением. Родители могут вдохновить его, рассказать историю о том, как они сами в молодости справлялись с подобными ситуациями в прошлом, и как таким образом поддержка близких может помочь преодолевать трудности. Либо совсем другой пример. Момент, когда на турнире по какому-то спорту тренер рассказывает свою историю становления, после которого ученик умело выигрывает просто любой турнир, ибо он мотивирован своим учителем. Тачки 3 умело играют этими историями, которые вполне можно и спроецировать на себя самих. Зачем женский персонаж? Я вам уже рассказывал, что создание и внедрение Круз Рамирес в основную сюжетную линию и повествование было сделано Джоном Лассетером, ибо ему все всегда говорили, что он создал мультфильм для мальчиков. Гонки, тачки, шпионы и все такое. Тачки совсем не женское кино. Для того, чтобы постараться приобщить и женскую аудиторию, и была создана Круз Рамирес. Об этом, кстати, я уже рассказывал в одном из старых видео по вселенной тачек. Введение новых персонажей, в том числе и женских, позволяет создать более разнообразный и многогранный мир. Это помогает привлечь новых зрителей и позволяет большему количеству людей увидеть себя в мире фильма. Но даже это еще не все. Молния Маккуин сам прошел через фазу сомнений и поиска своей истинной ценности в первых двух фильмах. Он понимает, как важно иметь возможность доказать себе и другим, что он способен справиться с вызовами и победить свои собственные сомнения. Он видит в Круз Рамирес себя в прошлом и знает, как важно поддерживать и вдохновлять новичков. Тем более в Тачках 3 уделена действительно большая и трогательная сцена, когда Круз Рамирес сомневается самой в себе. Наверное. Чушь! Я тоже хотела когда-нибудь выступать на гонках. Быть похожей на вас. Видите, Тачки 3 постоянно отсылают нас как будто бы в прошлое. Где-то берется во внимание опыт Маккуина, где-то старое поколение машин, где-то неудачи, возникшие задолго до начала третьей части тачек. И Тачки 3 делался огромной студией авторов, которые хотели не просто показать закат карьеры бывшего спортсмена, но и дать зрителям поразмыслить над происходящим, завернув, знаете, повествование так, чтобы каждый в мультфильме нашел что-то свое. Для меня Тачки 3 особенная лишь поэтому. Она очень тонко намекает вам, зрителям, на первую и вторую часть и как бы пытается дать какую-то мысль помимо простой ностальгии. Мульт поднимает вопросы о дорогом и о том, что настоящая ценность не только в победах и достижениях, но и в отношениях, влиянии на других и в поиске своего собственного пути. Первая часть тачек были про гонки, вторая часть тачек пыталась как кусок пирога оторвать хайп агента 007 и углубить нас в жизнь Мэтра. Об этом, кстати, я записывал целый ролик, обязательно посмотрите на канале. Но третья часть именно держит фокус на взаимоотношениях персонажей. А взаимоотношения – это самая главная вещь в нашей жизни. Она связывает совершенно все вокруг, и уделить внимание такой важной вещи, как коммуникация, взаимопомощь, поддержка, мотивация – это для меня очень важный показатель, особенно когда это пытаются сделать авторы через анимацию. Если у вас после всего услышанного не изменилось мнение по Тачкам 3, то очень жаль. Для всех остальных, кто смог иначе увидеть творение Лассетера и Брайана Фи, напишите комментарий, как именно на вас произвело впечатление и что именно после просмотра Тачек 3. Как всегда, рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, там вы узнаете все об анимации и о копейке, и плюс там выходят полноценные мультфильмы. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, и пока. Док любил гонки, но тренируя тебя, он был счастливее, чем когда сам ездил.